Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Империя Таро. Заранее извиняюсь за посторонний звук. Это у нас сезон. Это не телевизор. Никто не орет в доме. В доме тишина. Сезон. Орут туристы. Для тех, кто там говорит, то, что невозможно слушать, за кадром у вас орет телевизор, нет. Так, за личными раскладами мои контакты в описании к этому видео. Также, кто захочет отблагодарить меня, пожалуйста, ссылку свою оставлю на свой донат. Хочу посмотреть на такую тему, что у него с другой. Посмотрим, давайте, что у него с той женщиной, с кем он сейчас. Что у него там с другой женщиной. Посмотрим вообще, что за мужчинка к нам пришел. Представьте своего кавалера. Кто это? Который на сегодняшний день в его окружении есть женщина. Женщина, да, самодостаточная женщина, с которой у них есть либо общее дело, может быть, общие дети. Вообще, мужчина это такой вот очень эмоциональный, в поисках эмоций, может быть, любит выпивать, компании, вот такой вот весельчак. Помимо этого, бледун, не пропустит ни одной юбки, а желательно юбка, чтобы была брендовая, да. Почему так отзываюсь о нем? Потому что мальчик любит здесь очень ухоженных, красивых, самодостаточных женщин. И я вам скажу так, мужчина здесь, как и бледун, так и очень любит денежки. Помимо этого, на сегодняшний день, да, он еще ученик, но в компании, например, это такой вот болтун, к себе очень располагает, добрый такой вот, да, помимо этого может рассказывать там такие небылицы, историк такой, знаете, и вот его послушаешь, и вот прям вот, знаете, забудете о настоящем. Ну, человек такой у нас. Кто ты еще? Кто ты еще? А у него здесь этот человек, у которого разрушилась какая-то стабильность, да? У человека есть женщина в прошлом. С этой женщиной у него союз здесь разрушился, либо какой-то был конфликт. Помимо этого, судьбоносный, конечно. Человек к этой женщине испытывает эмоции, интерес. Помимо этого, это еще может говорить об одной и той женщине. Это может быть та женщина из прошлого, которая на сегодняшний день с этим человеком не общается, да, а человек испытывает к ней вот такие вот прям чувства, эмоции, да, интерес к ней. Но на сегодняшний день еще скажу, то, что эта женщина изменилась. И вообще человек, я вам скажу, вот такой товарищ, он любитель вообще создавать, может быть, и треугольники, да, что вот, предположим, он может с одних отношений перейти в другие отношения. Ну, вот такой вот интересный товарищ. Помимо этого, конечно, он товарищ судьбоносный. Вот такой вот он у нас. Ну, женщин любит, женщин любит. Так, ну давайте. Что у тебя происходит с другой женщиной, с которой он на сегодняшний день? Что у вас там происходит в отношениях? Что у вас там на сегодняшний день происходит в отношениях? Перемены какие-то. Перемены. Да. Что у вас там в отношениях? Где ты сейчас? Какая-то болезненная ситуация. Он что, с этой женщиной расстался? Вот с кем он сейчас на сегодняшний день, да? Какие-то произошли перемены, причем судьбоносные. Человек в тех отношениях, он тоже... Почему говорю, он тоже... Ну, не знаю, как-то вот, знаете, двойственный был, то проявлялся, то нет. Что самое интересное, эти отношения для него вот были значимыми. Помимо этого, он видел в них шанс, да. Помимо этого, он строил планы. Но вот сегодня произошел какой-то на сегодняшний день болезненный, какой-то трансформационный этап. Причем, что самое интересное, по справедливости. Какая-то болезненная, может быть, этот конфликт, и после этого конфликта эти отношения почему-то прекратились. Вот на сегодняшний день. Что у тебя происходит на сегодняшний день с той женщиной, с кем ты на сегодня, вот, которая с тобой рядом? Что у вас там в отношениях? Ну, скажи. Вот, посмотрите. Ну вот, я же вам говорю. Они что здесь там, разошлись, что ли? Здесь... Человек может, знаете как, параллельно может быть эта женщина, та, которая с интернета, да? Вот человек с ней общался, да, и что-то это общение ни к чему не привело. Женщина там начала проявлять свой характер. Если, предположим, они там вместе проживают, то у них какая-то, вы знаете, как тупик пришел. Отношения не развиваются. Помимо этого, скажу так,
Не исключая того, да, что та женщина, предположим, если человек был на вас женат, да, и он развелся, она этого ждала, но почему-то вот, ну, не выходит у них какая-то трансформация, причем болезненная, неприятная. И я вам скажу, там какие-то у них дела в госучреждениях, это может быть. Помимо этого еще и добавлю, что это по заслугам. Вот у них отношения, смотрите, женщина там закрывается, да, помимо этого диктует свои правила, но он как дурачок и самодовольный. Причем, что самое интересное, он ничего для нее там не делает. Вот она такая, и он такой. Да, какие-то отношения, ну, я вам скажу, ну, несерьезные. Вообще несерьезные. На сегодняшний день конфликт какой-то. Так, давайте сначала раскроем. Карта суда. Что у вас там произошло? Что это показывает карта суда? Понимаете, что? Там мужчина. Мужчина почему-то не делает так, как хочет эта женщина. Их на сегодняшний день связывает. Понимаете, что они, не то что он, они оба повязаны. Может быть, знаете, чем? Вот строили планы, да, это может быть общий кредит. Помимо этого, может быть, их общие дети держат. Такое тоже не исключаю. Ну-ка, покажите, чем вы там повязаны. Да у них конфликты там. Причем я вам скажу, какая-то ситуация у них там затянулась. Вот это вот все дерьмо влазит. Вот кармические у них там перемены идут. Причем, что самое интересное, мужчина там в тех отношениях устал. Конфликты постоянные. Интересно. Вот, посмотрите, он там, посмотрите, какой выходит. Они выясняют там отношения. Ревность какая-то. Причем мужчина уже устал находиться там, но повязаны. Так, давайте раскроем так тройка мечей. Что она показывает там у вас? Что у тебя с той женщиной? Что за болезненная ситуация у вас там происходит? Что за болезненная ситуация? Ох, женщина злится там. С финансами проблемы. Понимаете, что вот эта вот вся, не знаю, легкость куда-то у них пропала, нехватка какая-то, женщине не нравится то, что походу не на ту лошадку поставила. Что-то мужчинка там какой-то неперспективный. Помимо этого, женщине, ой, извините, не нравится то, что у этого мужчины есть какое-то прошлое, да. Помимо этого, да, женщина здесь может постоянно ему твердить по поводу того, да, то, что ты мне обещал, то, что я буду с тобой, предположим, выйду за тебя замуж, либо ты мне денег дашь, либо там вот какой-то шанс, а все не оправдалось. А мужчинка вот, что-то он там вообще... Вот конфликты у них из-за денег, Нищета какая-то у них, и духовная, и моральная, и в финансовом плане. Праздников нету. Понимаете, женщина там его строит, ой-ой-ой. Причем помимо этого, не знаю, может быть, он вам должен алименты платить. А она против, что им самим не хватает. Понимаете? Вот такой тоже есть нюансик. Так, ну-ка, карта смерти теперь. Что эта смерть показывает? Что за трансформация у вас там? Что-то у них веселуха на сегодняшний день. Что у вас там происходит? Что за... Вот так я вам говорю. Там еще какой-то мужчина. Вот здесь вообще веселуха. Ёперный бабай. Вот это трансформация. У вашего мужика, ему она там, я не знаю, что она ему, яйца отрезала, пожарила их и съела на завтрак. Все, пацана там спустили с небес. Спускают. Во-первых, не получилось ему состояться как мужику. Проблемы с законом у этого человека, да. Трансформация, может быть, извините, для кого-то, может быть, этот мужчина вообще ушел в мир иной. Но я вам скажу так, то, что там какие-то, причем конфликты серьезные. Там мужик попал. Не получилось у него. Что за конфликты там у вас происходят? Видите, что за конфликты? А он гуляет, походу. Но он гуляет. Он от нее свалить хочет. У него, походу, здесь появился интерес к другой женщине. Видите как? Она-то не одна у него. Либо у женщины есть какой-то еще параллельно мужчина. Но у них тут треугольник. Помимо этого, что у них там, из-за чего конфликты? Но они там, может, он изменяет, она изменяет. Тот союз вот на той страсти, энергии, да, он, не знаю, там какой-то дурдом у них там происходит. Каждый отстаивает свое. Женщина требует одно, а мужик, посмотрите, что. Он шляется.
Ну-ка, дорогой мой. Ё-моё, вот посмотрите, карты повторяются. Мужик хочет самоутвердиться, мужик хочет нового мяса. Видите как? Да. Ну-ка скажите, если они вместе проживают, что у них в доме творится? Ну-ка, в вашем доме что творится, если они вместе проживают? Вот проблемки у них. Ой, ё-моё. Ой, ё-моё. Знаете, что я вам скажу? Но там все равно мужичок пытается как-то регулировать, да, проблемы есть. Он может тащить их на себе, да, в доме он все равно пытается хоть как-то решить, там, включить мужика, а она типа дома сидит, да. Помимо этого, все-таки по-шорски гладит его. Но и женщина пытается его там усмирить все равно. Но я вам скажу, в доме у них манипулируют друг другом. Но мужчина пытается там все равно как-то регулировать. Может быть, даже если они вместе не проживают, мужчина может на постоянной основе к ней приезжать, да, он свои дела сделал и уехал, и все. А она у него женщина, да. Помимо этого, женщина может на него здесь давит, понимаете, на него, чтобы он никуда не сваливал. Такое тоже есть. Ну-ка скажи, а что за проблемы у вас там в доме? Вот опять проблемы. Он устал уже с финансами, устал уже, не хочет уже. Вот это вот, знаете, что уже не хочет, чтобы это все продолжалось. Вот человек устал. Ваш дебил устал. Ничего не хочет. Что за проблемы еще у вас там? Да он свалить уже хочет. Тьфу, надо же. Он свалить к своей императрице хочет. Интересно. Интересно. Может, к маме хочет свалить? Ну-ка, кто это императрица? Скажи, пожалуйста. Кто это императрица? Из прошлого. Из прошлого, и то не уверен, то, что примет. Женщина зла на сегодняшний день. Она его вряд ли примет. Видите как? А походу, та женщина его держит, чтобы... Я же вам не зря до этого говорила, то, что вот может у них ссоры быть из-за вас, из-за прошлого. Может, он вам денег должен, да, вот эта ситуация. Помимо этого, может, человек ее сравнивает с вами, да, конфликты. А он, посмотрите, он на вас смотрит здесь. Вы, не вы, из прошлого женщина, которая послала его на 3 веселые буквы. Ладно, ты скажи, у тебя что в сексе с той женщиной, с кем ты сейчас? Что у вас там в постели? Какая постель у вас? Ох, что с постелью? Ну, вяло текущий. Ну, в принципе, я вам скажу, ну, вяло текущий, помимо этого, не знаю, пацан вроде как ушел, но он может, кстати, вас вспоминать здесь, да? Или, может быть, знаете, он думает, то, что раньше было лучше, а сейчас уже как-то, ну, встретились, дело сделали и пошли. Помимо этого, я вам скажу, здесь какие-то у них постельные сцены, да, такие вот, наверное, здесь мужчину не удовлетворяют. Почему? Потому что здесь классика. Классика. Может быть, почему у них еще, может быть, маленький ребенок есть, да? Так, ну-ка скажи, что у вас в сексе? Ну, я же вам говорю, секс то есть, то нету. Вот женщина не дает или неудовлетворенная, может, у него писька не стоит. Понимаете? Да. А что так у вас все плохо? Что плохо так все у вас? Ой, третьи лица вмешиваются. Видите, советчиков много. Да у него проблемы. У вашего мужчинки еле-еле там уже, знаете, как говорит, не трогайте меня. Он в работу уходит, чтобы денег подзаработать. Проблемы из-за чего? Деньги. Денег не хватает, понимаете? Может, долги у них есть. Он с этим борется. Почему еще у вас проблемы там? Почему такие проблемы? Может, она склоняет его, чтобы к семье, да? Ну, вот женщина давит на него. Что за проблемы еще у вас там? Что за проблемы? Ой, кто эта женщина вышла здесь? Я вам скажу так. Между ними стоит женщина. Женщина, которая есть на расстоянии. Вот на сегодняшний день. Вот он, ваш кавалер. Вот она, та женщина, с кем на сегодняшний день он вместе. Между ними стоит женщина, которая мешает. Понимаете, им. Это, скорее всего, вы. Помимо этого, если у них такие проблемы там, да, женщина давит, женщина о себе высокого мнения, она хочет, чтобы ее мечта осуществилась, понимаете, а он ей, походу, этого не дает, слишком она звездная. Она хочет и стабильности с ним, но не получает, понимаете?
Нету стабильности. Она хочет, чтобы он в карьере развивался, достиг каких-то успехов, денег, славы. Чтобы она сидела такая, знаете, что, чтобы у нее все было, имущество. А он не дает. Он говорит, я красавец и все. Да. У них проблемы из-за того, что там женщина много чего хочет, а он ей этого не может дать. Да, ну ладно. Господи. У вас перемены. Что за еще перемены у вас произошли? Деньги. Понимаете, что перемены в том, что ну, не тянет он ее. Не тянет. Не вырос мальчик, понимаете, что? Какие еще? Ну, я же вам говорю. Не тянет, не тянет. Ай, женщина выдумала себе партнера, да? Поверили они оба в иллюзии, пошли в эту бездну и пропали вдвоем. Видите как? Причем между ними есть там недоверие. Они друг друга не слышат, неуверенность какая-то присутствует. Помимо этого, скажу так, может быть, на этом молодом человеке есть магия, тоже такое могу сказать, да? Помимо этого, здесь, ну вот как-то вот, видите как, женщина не удовлетворена, он тоже не удовлетворен. У них все как-то неясно, ясности нет в отношениях. Видите как? Ну, пацан-то наивный, конечно, но женщина здесь более такая продуманная. Ну-ка, что Луну, что там у вас там происходит? Луна, раскройся, что у них там происходит? Вот посмотрите, вот это да, это же надо под Луной Луна раскрылась. Все. Знаете, что скажу? Удача отвернулась. Все. Покоя нет. Что у них там? Ну, видите как, разочарование у них болезненное, причем. Они друг в друге разочаровались. Я же вам не зря говорю, может, они там расстались, либо к расставанию все идет. Болезненное для них это. Все, иллюзии спадают. Причем, посмотрите, у них удача отвернулась. Все. То, что они ждали, не получили. Понимаете? Ну-ка, разбитое сердце еще раскроем. Что у них там за болезненная еще ситуация? Вот это да. Что у вас там, это сердце? Вот, посмотрите, карты повторяются. Что за... Ну, женщина. Что за... Ну, женщина. Она не получает то, что хочет, понимаете? Ну, не получает, она не становится императрицей. Ну, как еще сказать? Ну, не получается у них там. Если они женаты, предположим, он ушел от вас в другие отношения, женщина там хотела, вернее, она уже не вызывает столько интереса, понимаете? Ну, не получила она, ну, не получает и не получила того счастья, на которое рассчитывала. Она не стала императрицей, понимаете? Вот это вот, конечно, ситуация раздражает. Очень сильно раздражает. Не знаю, какой-то интересный сегодня расклад тут получился. Понимаете? Болезненная ситуация, особенно для женщины. Потому что, может быть, знаете, что, может, он с предложением, да, тянет, а ей больно, что долго-долго вот никак не может меня сделать той единственной женщиной. Да. Ладно, уж досмотрим, что там еще, что за проблемы еще у вас в союзе там. Да, у них, блин, посмотрите, иллюзии полетели куда у нас в пропасть. Не оправдались ни ее иллюзии, ни его. Посмотрите, она все надеется. Он, кстати, может выпивать. Помимо этого, скажу так, союз у них, не знаю, если они вместе, да, то, ну, все, скукота пришла, одиночество какое-то. Иллюзий было здесь, знаете как, здесь они оба надели такие очки, планы были, все, мы это, мы то, мы это. А все это привело к тому, что ничего не оправдалось. Понимаете? Игры. Да. Почему ты в тех отношениях отшельник? Но все-таки буду копать. Почему ты в тех отношениях себя чувствуешь? Либо почему у вас холод в отношениях? Почему холод в отношениях? Ну, видите как, у мужчины там, наверное, есть какая-то... это связано с женщиной. Женщина, которая закрыта от него, либо с одной, либо с двумя. Помимо этого, женщине это не нравится. Холод почему? Потому что они на сегодняшний день друг друга зеркалят. Между ними есть какая-то тайна. Понимаете? Они могут находиться в одном помещении, да, как два врага. Он от нее скрывает, она от него скрывает. Но что самое интересное, держатся пока еще вместе. Да? Кстати, она может быть беременной, поэтому на него такая злая. Но у них, не знаю, там какая-то ситуация происходит очень неприятная. Причем, что самое интересное, что он недоволен, что она холодные, понимаете? Холодные.
Эта женщина, кстати, могла на него намагичить так, что человек потерял к ней интерес, и она злится из-за того, что магия не сработала, а все пошло наоборот. Понимаете? На что вы еще друг на друга там злитесь? Причем скажу так, отношения могут быть на ножах, выяснения здесь, причем громкие. Чего вы не ладите-то? Ну, видите, они друг друга не слышат. Не слышат здесь конфликты, причем женщина очень сильно на него обижается, он на женщину обижается. Видите, как конфликты. И они могут друг друга здесь унижать. Здесь уважения нет абсолютно, нет. Женщина, кстати, там, что у вас там? Ну, они проходят уроки, понимаете? Что там? Вот, пожалуйста. У них весь союз на обмане. Мужчина здесь, скорее всего, ее тоже обманывает. Но она, в принципе, тоже. И я вам скажу, еще могу что добавить. Почему у них такой холод в отношениях. Они могли эти отношения, господи, создать этот союз на предательстве. Может быть, женщина мужчину предала, да, и он свою женщину предал, создали пару, и ничего не вышло. У них тупик в отношениях. И что? Вот они, два афериста, проходят свои уроки. Соответственно, настал тот период, когда что у него, что у нее с их лица, ну, морды, наверное, у них, наверное, не лица, а морды, маски слетают, и там выясняется, что он чудовище, что она не лучше. Соответственно, ваш пацан с той девочкой, у них что-то там, понимаете, весь союз на лжи. Причем друг друга обманывают. Вот такой вот интересный у нас получился расклад. Пацан у вас веселый, да и девчонка там тоже хорошая, весело у них. Санта-Барбара, я же сама запуталась, что у них там каша какая происходит. Так что веселье. Так что такая на сегодняшний день у них ситуация. Из-за денег грызутся, как две скотины. Понимаете, что? Да. Очень хороший у них союз. Очень впечатляющий. Так что пожелаем им. Ну, пусть держатся, Господи, развлекаются. Нам не жалко. Подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи.